Приветульки всем! Мы находимся в Кошице, в техническом университете. Сегодня я вам чуть-чуть подрасскажу про мотор, который работает на сжатом воздухе. Видео про университет этот можете посмотреть вот здесь. Возможно, у вас возник вопрос, что это за мотор на сжатом воздухе, или что вообще происходит, или там что ты вообще делаешь, или что заняться нечего, иди работай. Но, смотрите, в Венгрии проводятся соревнования международные, где участвуют студенты со всей Европы в создании автомобиля, который будет использовать мотор на сжатом воздухе. Сейчас я вам более подробно подрасскажу принцип его действия, работы, как оно все там крутится, вертится. Сейчас все будет. Мотор имеет два пневматических цилиндра, у которых диаметр поршня 63 мм и сдвиг штока 320 мм. Слева и справа находятся валы, на которых установлены храповые механизмы, по 2 штуки на каждом валу. Это так просто выглядит 3D модель, в жизни они выглядят вот так вот. Просто обычный храповой механизм. Сверху на эти храповики устанавливается зубчатое колесо. Это все соединено зубчатым ремнем. Теперь я вам расскажу, как это все работает. Когда выдвигается шток, тогда левый передает крутящий момент на вал, а правый крутится свободно. Если наоборот шток задвигается, тогда левый храповой механизм прокручивается свободно, а правый передает крутящий момент на вал. Когда шток выдвигается, зубчатое колесо прокручивается свободно, а вал стоит на месте. Когда шток засовывается, зубчатое колесо крутится вместе с валом. Как видно на изображении, прокручивается вместе и передает крутящий момент дальше. Когда шток высовывается и засовывается, крутятся они в разную сторону. Поэтому тут установлены дополнительные шестеренки. Вот этот же вал, он у нас будет выходной. Для того, чтобы собирать крутящий момент на одном валу, нужно добавить еще кое-какие детали. Для того, чтобы соединить правый и выходной вал, были добавлены два зубчатых колеса, которые соединены между собой зубчатым ремнем. Поэтому и добавлены два колеса, чтобы вращение происходило в одну сторону. Вот так мотор выглядит полностью в сборе. Еще раз повторюсь, когда шток выдвигается, левый вал передает крутящий момент на выходной. Правый просто прокручивается. Когда шток задвигается, левый прокручивается свободно, правый передает крутящий момент через это же колесо на выходной вал. Так как вы уже преисполнились в принципе работы этого чуда, опять же таки, сейчас мы его запустим и посмотрим, как оно все работает в динамике. На видео было плохо видно, как крутится выходной вал, поэтому... Вот на изоленте и держится все, ребята. Такой концепт мотора позволяет нам получить из прямолинейного поступательного движения вперед-назад крутящий момент в одну сторону на выходном валу.
Вот на такое транспортное средство будет установленный пневматический мотор. Он будет находиться с левой стороны. Для расвязовки с правой стороны будет баллон на сжатом воздухе. Конечно, это все будет в металлическом защитном плаще, чтобы водитель при работе мотора никак не пострадал. Очень здорово, что сейчас корпорации, университеты помогают продвигать студентам их эко-разработки для того, чтобы в будущем уже не сидеть на нефтяной игле, а использовать только чистый сжатый воздух. Сейчас это диковинка, но в будущем, думаю, это будет обыденностью, не? Не. Вообще-то еще в 1861 году в Санкт-Петербурге использовали локомотивы, моторы на сжатом воздухе. А также в Лондоне в 1903 году были машины в серийном производстве на сжатом воздухе. Так что это не будущее. Получается, если это не будущее, то это прошлое? Да, так и получается. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайк. Делитесь с друзьями. Пока.